Представьте, ваш первый сольный концерт позади. Вы засыпаете в номере отеля на вершине славы, но утром вас находят мертвым. На вашей правой руке 28 следов от уколов. Но вы, правша, и физически не могли сделать их сами. Кто жестоко убил идола миллионов, пока он мирно спал в постели? Ким Сон Дже был не просто очередным певцом. В начале 90-х он стал настоящим символом молодежи Южной Кореи. Вместе со своим другом он создал хип-хоп-дуэт, который буквально взорвал местную музыкальную индустрию. Они принесли в страну совершенно новое звучание, западный стиль и дерзкие уличные танцы. Миллионы подростков копировали их одежду, а альбомы разлетались колоссальными тиражами. Но в 1995 году на самом пике популярности дуэт распался. Это был сильный удар для фанатов, но для Кима – начало амбициозного пути. Он твердо решил доказать, что способен стать суперзвездой мирового масштаба в полном одиночестве. Бессонные ночи в студии и разработка нового дерзкого имиджа принесли свои плоды. 19 ноября 1995 года он наконец представил свой первый сольный трек на престижном музыкальном шоу. Выступление было просто феноменальным. Публика ревела от дикого восторга, а критики пророчили ему ошеломительный успех. Этот вечер должен был стать отправной точкой к его безграничной мировой славе. Он стоял на пороге великого будущего, даже не подозревая, что жить ему осталось всего несколько часов. После триумфального выступления на телевидении вся команда отправилась в один из самых дорогих отелей Сеула. Атмосфера в номере была невероятно расслабленной и радостной. Танцоры, менеджеры и девушка Кима громко смеялись, обсуждали прошедший концерт и строили грандиозные планы на будущие гастроли. По воспоминаниям всех присутствующих в ту роковую ночь, певец был абсолютно трезв и находился в потрясающем расположении духа. Ближе к глубокой ночи уставшие гости начали постепенно расходиться по своим номерам. В комнате остались только сам артист и его спутница. По официальной версии, Ким просто крепко уснул от сильного переутомления, а девушка покинула номер под утро. Утром 20 ноября менеджер попытался дозвониться до певца, чтобы разбудить его. Телефон упорно молчал. Почувствовав неладное, мужчина поднялся в номер и открыл дверь запасным ключом. Легенда корейской сцены, 23-летний кумир молодежи, лежал в постели мертвым. Никаких следов борьбы или взлома полиция не обнаружила. Все выглядело так, будто парень мирно уснул навсегда. Но когда эксперты осмотрели тело, они онемели от ужаса. На правой руке парня зияли ровно 28 крошечных следов от уколов. Находка экспертов повергла в глубокий шок даже самых опытных следователей. 28 уколов на теле человека, который с раннего детства панически боялся иголок и избегал любых врачей, выглядели как изощренная пытка. Первое, о чем подумала пресса – тайная зависимость звезды. Однако результаты токсикологической экспертизы заставили всех замолчать. В крови артиста не было ни грамма наркотиков. Вместо этого лаборатория обнаружила колоссальную дозу залетила. Это мощнейший анестетик, который применяется исключительно в ветеринарии для усыпления крупных животных. Для человека такая лошадиная доза смертельна, она мгновенно парализует дыхательную систему. Стало абсолютно очевидно, что кто-то намеренно вколол этот яд спящему парню. Но самый жуткий факт скрывался в другой детали. Все 28 проколов от шприца находились именно на правой руке певца. При этом весь мир прекрасно знал, что Ким был ярко выраженным правшой. Сделать самому себе почти 3 десятка аккуратных инъекций в доминирующую руку физически невозможно. К тому же препарат действует так быстро, что после первых же уколов он бы потерял сознание. Сомнений не оставалось, это было жестокое и хладнокровное убийство. Когда факт убийства стал неоспоримым, полиция начала судорожно восстанавливать события ночи. Дверь в номер не была взломана, а камеры в коридорах не зафиксировали никого постороннего. Это означало лишь одно – убийца был среди своих. Тот, кому артист доверял настолько, что позволил остаться с собой наедине. Круг подозреваемых стремительно сужался, пока не замкнулся на одном человеке и его девушке. Именно она оставалась с певцом в комнате последней. Следователи начали копать глубже и обнаружили пугающие подробности их отношений. Оказалось, что их любовь была далека от сказки. Друзья утверждали, что девушка страдала маниакальной и разрушительной одержимостью своим парнем. Она тайно прослушивала его телефон, контролировала каждый шаг на улице, закатывала дикие скандалы и, по слухам, даже связывала его во сне, чтобы он никуда не ушел.
Незадолго до дебюта Ким решил разорвать эту токсичную связь. Для человека с тяжелой привязанностью это стало настоящим ударом. Мотив вырисовывался кристально ясно. Вскоре полиция наткнулась на показания ветеринара, который вспомнил, что именно эта девушка недавно купила у него животное снотворное и ровно 28 шприцев. Пазл сошелся. После показаний ветеринара у полиции не осталось никаких сомнений. Девушку немедленно взяли под стражу, и начался один из самых громких судебных процессов в истории южнокорейского шоу-бизнеса. Улики казались просто железобетонными. Во-первых, мотив – патологическая ревность и нежелание отпускать восходящую звезду. Во-вторых, средство преступления. Именно она купила огромную дозу залетила и ровно 28 шприцев незадолго до трагедии. В-третьих, возможность, она была единственным человеком, находившимся в номере отеля наедине с артистом в ту роковую ночь. Суд первой инстанции был непреклонен. Выслушав все доводы обвинения и свидетелей, судья вынес максимально суровый приговор – смертная казнь. Позже это наказание было смягчено до пожизненного тюремного заключения. Общественность вздохнула с облегчением, полагая, что справедливость наконец-то восторжествовала, а жестокая убийца понесет наказание. Семья певца и миллионы поклонников благодарили суд за честность. Но они даже не подозревали, какой сокрушительный удар готовит им система правосудия. Богатая семья обвиняемой пустила в ход все свои колоссальные ресурсы и связи, чтобы вытащить дочь из тюремной камеры вопреки здравому смыслу. Апелляционный суд превратился в настоящий театр абсурда. Семья девушки наняла самых дорогих и влиятельных адвокатов страны, которые начали методично разваливать дело, пользуясь любыми лазейками в законе. Защита выстроила совершенно невероятную линию аргументации. Они заявили, что доза животного транквилизатора, найденная в крови певца, якобы могла быть недостаточной для летального исхода, хотя медицинские эксперты утверждали обратное. Более того, адвокаты привели свидетелей, которые внезапно вспомнили, что девушка якобы выбросила все купленные шприцы и препарат еще до трагических событий. Но самым циничным аргументом стало утверждение, что Ким мог сам вколоть себе снотворное из-за сильного стресса перед началом сольной карьеры. Тот факт, что артист был правшой и физически не мог сделать 28 уколов в свою правую руку, суд апелляционной инстанции просто проигнорировал. Под колоссальным давлением дорогих адвокатов суд постановил, что прямых доказательств убийства нет, а все косвенные улики можно трактовать двояко. К ужасу всей страны, девушку полностью оправдали и освободили прямо в зале суда. Новость об оправдательном приговоре произвела эффект разорвавшейся бомбы. Вся Южная Корея погрузилась в состояние глубокого шока и ярости. Люди массово выходили на улицы, требуя пересмотра дела и честного расследования. Никто не мог поверить, что человек, купивший орудие убийства и находившийся на месте преступления, может так легко уйти от ответственности только благодаря огромным деньгам своих родственников. Журналисты проводили собственные независимые расследования, криминалисты выступали по телевидению, доказывая абсурдность версии о самоубийстве, но судебная система осталась глуха к голосу разума. Верховный суд окончательно утвердил оправдательный приговор, навсегда закрыв это дело. Полиция больше не искала других подозреваемых, потому что все прекрасно понимали, их просто не существует. Эта трагедия стала пугающим символом коррупции и бессилия закона перед властью и богатством. Семья Кима была полностью раздавлена. Они потеряли не только любимого сына и брата, но и веру в справедливость, столкнувшись с абсолютно непробиваемой стеной лжи, цинизма и равнодушия со стороны государства. С тех страшных событий прошло уже много лет, но имя Кима Сон Дже до сих пор вызывает трепет и грусть в сердцах миллионов людей. Ему было всего 23 года, возраст, когда жизнь только начинает набирать обороты. Он ушел на самом пике своей молодости, невероятной красоты и колоссального таланта. Главная подозреваемая сменила имя, сделала несколько пластических операций и, по слухам, спокойно живет богатой жизнью за пределами страны, навсегда избежав наказания. Государство закрыло глаза на эту вопиющую несправедливость, но народ ничего не забыл. Телеканалы до сих пор периодически пытаются выпускать документальные фильмы об этом загадочном деле, но влиятельные родственники оправданной девушки каждый раз подают судебные иски и блокируют эфиры. Однако стереть народную память невозможно. Музыка Кима продолжает жить, его уникальный стиль до сих пор вдохновляет новых артистов, а преданные фанаты каждый год собираются вместе, чтобы почтить память своего кумира. Он навсегда остался в истории как сияющая звезда, чей свет был жестоко и несправедливо погашен в самую темную ночь 1995 года.